Допустим, что вам 14-16 лет, и вы после учебного дня возвращаетесь домой, спускаетесь в метро, где стоя на перроне ожидаете свой поезд. Но вашему вполне рядовому сценарию на день препятствует внезапное событие, а именно то, что на железнодорожные пути падает какой-то пьяный мужик, который явно не в состоянии самостоятельно подняться. И если в скором времени что-то не предпринять, то его внутренности скорее всего перекрасят рельсы и шпалы в красный цвет. И такое событие совсем не то, что вы желаете увидеть по пути домой. Но люди вокруг вас не торопятся сделать что-либо. Более того, возможно, им интересен именно такой исход. И вдруг находится неравнодушный смельчак, решивший поднять пьяницу с путей, но ему нужна дополнительная пара рук. И тут из всех возможных людей, стоящих на перроне, он обращается за помощью именно к вам, так как, о сюрприз, он ваш давний знакомый. И тут как бы хочешь не хочешь, но когда обратились за помощью конкретно к тебе, совесть уже не даст отвертеться. И вот вы спускаетесь, вытаскиваете мужика, но тут как ни кстати начинает ехать поезд. Единственное, что вам остается, это бежать, пока у него не закончится тормозной путь. Но, к сожалению, это скоростной поезд, который следует без остановок. И потому при всем желании он не успел бы затормозить. И вот его многотонный корпус настигает ваше хрупкое человеческое тело. Но это не конец вашей жизни, как вам могло показаться. Вместо того, чтобы попасть в бесконечную тьму, увидеть врата рая или то, как вы в виде призрака вылетаете из своего тела, вы вполне живой и здоровый оказываетесь в обычной японской квартире недалеко от центра Токио. И тут помимо вас находятся еще люди, которые также не особо понимают, что происходит. Но самое загадочное — это большая черная сфера, расположенная в центре комнаты, происхождение и суть которой вам не ясны. И вот вы пытаетесь разобраться в происходящем, найти выход из комнаты, но тут шар привлекает к себе внимание мелодии, которые с утра обычно крутят по радио. После чего на его корпусе появляется надпись, которая гласит: «Ваши старые жизни закончились, ваши новые жизни принадлежат мне. А сейчас вы пойдете и прикончите эту тварь». После этого сфера скрывается, и в ней вы обнаруживаете странные пистолеты и винтовки, а также контейнер с вашим именем, внутри которого находится черный латексный костюм, идеально подходящий вам по размеру. Через пару минут вас поочередно начинает переносить на улицы Токио, где вы должны найти и уничтожить указанного сферы пришельца. И поначалу кажется, что все просто, и возможно вы стали частью какого-то странного телешоу. Но когда ваши тиммейты начинают превращаться в фарш у вас на глазах, тут становится понятно, что все очень и очень серьезно. И кое-как вы побеждаете, после чего вас и остальных выживших возвращают обратно в комнату, где черная сфера начинает распределять очки. И казалось бы, опасная миссия позади, да и к тому же вам даровали вторую жизнь. Но вас с некоторой периодичностью будет возвращать в эту комнату, и раз за разом вы будете вынуждены охотиться на указанных черной сферой пришельцев. И единственный шанс покинуть эту в кавычках игру — это набрать 100 очков. И вот эта смертельная игра, полная вопросов, на которые герои пытаются найти ответы, и есть Ганс. В свое время Ганс перевернул мое представление об аниме и манге с ног на голову. Если до этого мой зрительский бэкграунд состоял преимущественно из добрых и вполне комедийных тайтлов, то Ганс показал мне, что сюжеты могут быть взрослыми, а герои неприятными и далеко не идеальными. И этой своей натуральной жестокостью Ганс очаровал меня, что я пересмотрел его раз 5, при этом советую его всем своим друзьям. Да, именно с аниме-экранизацией началось мое знакомство с Гансом. И когда мне приелось в очередной раз пересматривать аниме, я решил все-таки прочитать мангу. И с одной стороны, манга многократно увеличила то удовольствие, что я получал от аниме-сериала, но с другой немного расстроила. И несмотря на это, если бы мне пришлось составлять неформальный список из произведений, которые наибольшим образом меня впечатлили, то в этом списке однозначно оказалась бы манга Ганс, а потому приступим непосредственно к ее обсуждению. И хоть в этой комнате каждый раз оказывается множество новых героев, чьи личные истории успевают в нужной мере показать, все-таки ключевым персонажем этой истории является старшеклассник по имени Куроно Кей, который вместе со своим давним знакомым Масаро Като попадает в эту смертельную игру. Когда-то давно Куроно был для Като недосягаемым примером для подражания. Тот даже сравнивает его с Гоку и Кенширо, героями манги Dragon Ball и Кулак Полярной Звезды, что звучит весьма почтительно. Но тот Куроно остался в прошлом, потому что парень, которого встречает Като, уже не супергерой его детства. Очерствев и растеряв весь свой детский энтузиазм, Куроно стал типичным обиженным на жизнь подростком, который ненавидит людей вокруг. Он обычный старшеклассник, который, как и все, ходит в школу, не строит себе планов на жизнь, и предел его мечтаний — это просто увидеть голую девушку.
Будучи вполне обычным парнем как по физическим, так и по умственным способностям, он все же оказывается в числе аутсайдеров своего класса. У него нет близких друзей, и даже его семье на него все равно. Родителей больше заботит его младший брат, а жизнь Курона их мало волнует. В школе из-за подставы со стороны одноклассника его вдобавок начинают кошмарить местные гопники, которых не может осадить даже мастер карате. Короче говоря, жизнь у Курона так себе. Потому он циничный, апатичный и представляет из себя того чела, с которым вы вряд ли захотите дружить. В некотором роде он даже собирательный образ типичного тинейджера, который, познав жестокость мира, замкнулся в себе. И хоть на момент начала манги он весьма неприятный тип, ему можно сопереживать. И так совпало, что я впервые прочитал мангу в 16 лет, оказавшись на момент чтения его ровесником, потому некоторые черты характера Курона мне были знакомы и легко понятны. Это вполне естественный этап взросления, когда ты начинаешь считать людей вокруг моральными уродами, при этом сам ненавидя бабок в метро, которые просят помощи. И этим Курона Кей очень интересный персонаж, так как через него, как и через Синдзи Икари из Евангелиона, можно отслеживать свое собственное взросление. И в зависимости от того, в каком возрасте ты познакомишься с этими персонажами, твоя реакция может варьироваться от полного отождествления себя с героем до того, что он будет вызывать у тебя отвращение. И это круто, что герой способен вызывать разнообразный спектр эмоций, ощущаться живым персонажем, а не набором характеристик. Но стоит отметить, что Курона такой отталкивающий только на момент начала манги, а в остальном эта история связана с его взрослением и становлением личности. И начинается этот процесс именно с попадания в Ганс. Если до этого ему удавалось вести затворнический образ жизни, быть изолированным внутрь себя и молча всех ненавидеть, то сейчас от его умения вести командную работу зависит выживание. Более того, постепенно он становится негласным лидером гансеров, на которого полагаются и рассчитывают другие. Он становится тем самым Куроной из детства, который был примером для Като. И пока в школе одноклассники смотрят на него как на лузера, есть группа людей, которые смотрят на него как на лидера. И что мне нравится в Гансе, так это то, что эта история не про войну с пришельцами, это история про людей. Ведь в Ганс попадают не какие-нибудь обученные вести сражения командос. Зачастую это люди, от которых в сражении толку мало. Это может быть бродячий пес, офисный работник, бабушка с внуком, старшеклассники или даже панда. Из всего перечня людей и животных дойдут до конца миссии немногие, а потом их место займут новые, недавно умершие люди. И в свое время меня потрясло, что здесь нет бессмертных персонажей. Даже те, кто, казалось бы, важны для сюжета, не имеют универсального оберега от смерти. Герои здесь умирают быстро, внезапно и брутально, что ты даже не успеваешь поверить в их смерть. Такого натурального подхода к тому, что все персонажи смертны, я не встречал еще нигде. Ведь чаще всего ты на подсознательном уровне понимаешь, каких персонажей по ходу сюжета могут слить, а каких точно не убьют, и потому за их жизнь ты не переживаешь. И даже когда происходит какой-то напряженный момент, ты понимаешь, что герой точно выживет. И порой авторы для мана ожидания внезапно убивают тех героев, про которых ты думал, что они неприкосновенны, и потому такие моменты вызывают в тебе отклик. Но тут тебе с самого начала дают понять, что непобедимых персонажей нет, и потому смерть каждого героя в тебе вызывает отклик. Ты искренне желаешь, чтобы как можно больше людей выжило. И стоит появиться какому-то приятному и харизматичному герою, и ты думаешь, да не, его точно не убьют. Но тут появляется Оку Хероя, хватает тебя за яйца и дает понять, как сильно ты ошибаешься. И о Гансе невозможно говорить в отрыве от личности его уже упомянутого автора. Эта манга многим может показаться чернухой, и такое мнение имеет место быть. Но это не чернуха ради чернухи, это вполне узнаваемый и читабельный авторский стиль Оку, вобравший в себя два его основных увлечения. А именно, это фильмы для взрослых и кино. Именно эти две вещи сформировали в его сознании то, каким на выходе получился Ганс. И как трушный фанат кино для передачи сюжета, Оку предпочитает использовать визуальный нарратив, или же, говоря на понятном языке, показывает, а не рассказывает. Как он сам говорит, идея создания манги Ганс к нему пришла после просмотра фильма «Назад в будущее». И хоть я абсолютно не вижу ничего общего между этими двумя работами, то, что кинематограф оказал на Оку сильнейшее влияние, это факт. Более того, он настолько любит некоторые фильмы или героев, что не может удержаться от прямого заимствования. Так, например, после просмотра фильма «Расхитительница гробниц» он добавил в сюжет девушку с внешностью Лары Крофт. И по Гансу буквально можно отслеживать, какие фильмы смотрел Оку, пока писал сценарий для манги. Также долгое время Оку занимался 3D-моделированием и применил свои умения при создании манги Zero One или же 01, где сделал некоторые страницы целиком с помощью компьютерной графики. И как вы можете увидеть, это выглядело не очень.
Но этот опыт ему пригодился и при создании манги Ганс, в которой он также использовал 3D-моделирование, но уже не для создания полноценного изображения, а для правильной геометрии локаций, постановки героев и создания некоторых элементов окружения, после чего уже полученный результат обрисовывал и доводил до ума. Но поскольку компьютерная графика в нулевые была слабенькой, то у некоторых объектов в манге все равно чувствуется компьютерное происхождение. Это, пожалуй, одна из немногих манг, при чтении которой ты можешь пожаловаться не на рисовку, а на низкополигональные кусты. Когда манга Ганс закончилась, ее концовка не всем понравилась, и про Оку на имиджбордах стали писать гадости. И, видимо, его это задело. Тогда при работе над последующей мангой под названием Инуясики Оку ответил своим обидчикам вполне забавным способом. Если не вдаваться в подробности сюжета, то в этой манге школьник превратился в робота, идентичного киборгу из Лиги Справедливости. Он мог летать, превращать свои конечности во всякие гатлинг-лазеры, управлять электроникой и силой мысли бороздить интернет. Но как характерно авторскому стилю Оку, главный герой стал использовать способности не чтобы спасать людей, а скорее наоборот. И потому про него также стали писать разнообразные гадости на имиджбордах. В итоге он пообещал, что убьет каждого интернет-тролля, который его оскорбил, что в конечном счете он и сделал. И хоть упомянутые выше Zero One, Ганс и Инуясики весьма жестокие, мрачные и недружелюбные по своей атмосфере работы, забавно узнавать, с чего начинался творческий путь Оку Хероя. А ведь начинал он с манги Hen, или же как ее назвали в переводе «Странная любовь», сюжет который повествует об однополой любви двух старшеклассниц. Но несмотря на его разнообразный творческий путь, именно манга Ганс принесла ему популярность и любовь публики. Именно в этой работе наибольшим образом чувствуется авторский язык Оку, который состоит из 3 ключевых элементов, а именно жестокость, саспенс и не поддающееся здравому смыслу безумие. Жестокость, мрачность и несправедливость — это то, что меня шокировало, но в то же время притянуло в Гансе. Сам факт того, что главный герой умирает в начале первой серии и даже не самым пафосным способом, мне показалось разрывом всех шаблонов. А то, что не только второстепенные, но и главные герои умирают с регулярной частотой, меня удивляет до сих пор. Их разрубают пополам, поливают кислотой, отрывают им головы и чего только с ними не происходит. Но при всей своей кровавости и жестокости эта манга не про злых пришельцев, которые убивают людей. Если подумать, то в этой ситуации агрессоры — это гансеры, которые отыскивают, убивают пришельцев просто потому, что им так сказал неведомый черный шар. Они даже не знают, что с ними произойдет, если они откажутся это делать, но все равно убивают пришельцев, которые вполне мирно интегрированы в японский быт и не представляют обычным людям никакой угрозы. И вся жестокость в этом мире исходит именно от людей, и именно они являются источником всего пугающего и шокирующего. Порой повседневная жизнь героев и то человеческое зверство, с которым они сталкиваются, куда страшнее пришельцев. Герои здесь постоянно оказываются в ситуациях, в которых не хотел бы оказаться никто. Они подвергаются физическому и сексуальному насилию, над ними издеваются одноклассники и учителя, их презирают родители. Это жестокий мир, в котором нет кармы, и обидчики не несут возмездия только потому, что они плохие, а героям не улыбается удача только потому, что они хорошие. Этот мир несправедлив, опасен и недружелюбен, но именно потому он до жути натурален. К сожалению, некоторые люди считают, что если автор показывает неоправданную жестокость, которая к тому же еще не терпит возмездия, то он просто сам маньяк и таким образом воплощает свои странные фантазии. Но это полнейший бред. Талантливый и способный автор не ставит перед собой цель просто показать насилие. Это всегда инструмент, с помощью которого автор поднимает важные и нужные, по его мнению, темы. С помощью них он указывает на неидеальность мира и выводит зрителя или читателя из зоны комфорта. И Ганс, как продуманная и высокохудожественная работа, с помощью насилия и жестокости затрагивает неприятные, но важные вопросы. А именно, действительно ли жизнь каждого человека важна? Заслуживает ли спасения человек, который сам не ценит свою жизнь? Склонен ли человек по своей природе творить зверство, если ему за это ничего не будет? И это только малая часть вопросов, которые с помощью жестокости затрагивает в своей работе Оку. Другая уже упомянутая характеристика Ганса — это саспенс. Если вам не знаком этот термин, то его можно охарактеризовать как состояние тревожной неопределенности. Этот прием знаком каждому, кто смотрел хоть какое-то количество фильмов, просто не все знают, что он так называется. Вам точно знакома сцена, в которой герой, услышав какой-то шорох, начинает медленно идти в сторону источника звука, пока вы напряженно сидите и ждете, что же будет дальше. И вот это чувство тревоги и есть саспенс.
Это очень действенный прием для того, чтобы воздействовать на зрителя, ведь пока он в напряжении, он вовлечен во все происходящее. И на протяжении всего чтения манги большую часть времени я испытывал саспенс. Буквально были моменты, когда я ловил себя на мысли, что сейчас начну задыхаться, потому что ситуация держит меня в таком напряжении, что я читаю ее на одном дыхании. И это работает именно таким образом, потому что Оку умеет поставить сцену и расставить акценты так, чтобы держать читателя в напряжении, и тот, затаив дыхание, читал страницу за страницей. Естественно, основной источник саспенса — это сам Ганс. Если вы все еще не догадались, то поясню, что Ганс — это не имя какого-то немецкого персонажа, фигурирующего в сюжете, это неофициальное название черной сферы. Само по себе существование неведомой сущности, которая находится в обычной токийской квартире и распоряжается чужими жизнями, уже вселяет нехилую долю напряжения. Но вдобавок к этому у этой сферы есть характер, причем достаточно говнистый. Она никогда не дает гангстерам полезной информации о пришельцах, умалчивает об их количестве, не дает инструкции, как пользоваться оружием и даже не говорит, в чем суть всего происходящего, а зачастую даже намеренно вставляет палки в колеса. И каждый раз, когда выжившие герои посреди своей повседневной жизни возвращаются в комнату, ты испытываешь тот самый саспенс, так как абсолютно не знаешь, кто окажется в комнате на этот раз, что за существо будет целью и что следует ожидать от самого Ганса. Другая доля саспенса создается за счет непосредственно самой охоты на пришельцев. Места, в которых гангстеры преследуют свои цели, вполне повседневные локации, такие как супермаркет или спальный район. И то, что Оку вплетает смертельную угрозу в повседневность, добавляет еще один слой напряжения. Ведь пришельцы — это не зеленые человечки, которые прячутся где-то в канализации или в гараже и строят планы по захвату человечества. Пришельцы являются повседневностью обычного человека. Они могут жить по соседству или притворяться статуей на входе в храм, или уже давно заменили собой всех роботизированных динозавров из парка развлечений. Проще говоря, угроза может ожидать там, где ты ее совсем не ждешь. И если поначалу цели гангстеров — это вполне гуманоидные пришельцы, которые мало чем отличаются от людей разве что размером, то потом начинаются все менее и менее поддающиеся здравому смыслу существа. Их дизайн создан так, чтобы на уровне инстинктов вызывать у нас дискомфорт. Большая мышечная масса, лицо, с которого нельзя считать эмоции, рога, бесформенное тело. Но пугает больше всего то, что поведение этих существ не поддается нашему пониманию. В большинстве стычек гангстеры даже не подозревают, с чем именно им предстоит сразиться. И вот на их пути появляется маленькое и вполне безобидное существо, но это лишь обманчивая иллюзия, которая оборачивается для них смертельной угрозой. И до тех пор, пока мы не увидим истинную форму существа, его силы и намерения, мы испытываем сильнейшее напряжение. Сейчас будет небольшой спойлер, потому осторожнее. Больше всего меня в напряжении держала арка с группой охотников за гангстерами, которые преследовали их как и на миссиях, так и в повседневной жизни. И если до этого проходила четкая грань между повседневностью и миссиями, то теперь она пропала, и герои стали находиться в постоянной угрозе. И хоть после раскрытия личности этих охотников градус напряжения немного спал, тем не менее сама по себе задумка работает на все 100. И третий основополагающий элемент — это безумие. Атмосфера здесь причудливая, странная, эксцентричная. Сложно подобрать слово, которое в полной мере описывало бы тот градус безумия, который ты видишь, читая Ганс. Сам по себе сюжет, в котором люди, одетые в черные латексные костюмы, уничтожают пришельцев, уже звучит достаточно своеобразно. Но это только малая доля того сумасшествия, которое генерирует мозг Оку. Как я уже говорил, он любит заимствовать какие-то детали из приглянувшихся ему произведений. И когда это просто героиня, похожая на Лару Крофт, или же герой манги Голга 13, это в принципе легко упустить. Такие детали теряются даже при повторном прочитывании, если о них не знать заранее. Но когда... Сейчас будут опять спойлеры, поэтому осторожно. Но когда в сюжете начинают появляться экстрасенсы, способные силой мысли поднимать предметы в воздух, а героев начинают преследовать вампиры, то градус безумия увеличивается многократно. И вишенкой на торте является комната с божественными сущностями из последней арки. Герои, как им вполне заслуженно, к концу сюжета рассчитывают получить ответы на свои вопросы, но происходит это слишком буквально. Они оказываются в комнате с двумя божественными сущностями, чьи лица сменяются от одного деятеля к другому и отвечают на все вопросы мироздания. И хоть это весьма оригинально, но слишком безумно. Японцы будто монополизировали безумие, и потому им сходит с рук смешивание всевозможных заимствований, отсылок и сумасшедших образов. Но понятно, что недостаточно просто сделать микс из безумных образов, чтобы он нравился людям. Нужно все это умело и органично связать. И в манге Ганс это ощущается вполне уместно. Ведь герои ведут сражения с пришельцами, и они не должны быть такими, какими мы ожидаем их увидеть. Потому здесь они местами очень и очень странные.
То огромная голая девушка, состоящая из множества маленьких голых девушек, то японские фольклорные существа, то ожившие античные статуи и более того ходячая картина Сальвадора Дали. И это круто, что практически каждый пришелец и сражения с ним яркие и запоминающиеся, ведь хорошее произведение должно отпечатываться в сознании зрителя и оставлять после себя какие-то образы и идеи. И Ганс отпечатался в моем сознании весьма сильно. Я очень люблю эту мангу и аниме-экранизацию, которая многим почему-то не зашла. Первые две трети манги для меня абсолютный шедевр, который я готов перечитывать по несколько раз, но с оставшейся одной третью есть некоторые проблемы. Как вы могли заметить, у японцев национальная черта создавать охренительно интересные глубокие сюжеты, но весьма слабо их заканчивать. Но эта история не ради концовки, это история, которую охренительно интересно читать в каждый момент сюжета. Это глубокая и многогранная работа, которая всегда найдется чем тебя удивить, а потому ее обязательно стоит прочитать. Надеюсь, вы не нуждаетесь в пояснении о том, что жестокость и насилие это не круто, и если ему где-то и есть место, то только в искусстве. Там оно служит демонстрацией того, чего в реальной жизни происходить не должно. И несмотря на всю свою трэшовость, кровавость и чернушность, все-таки Ганс про то, что насилие это не круто. Вначале я сказал, что мое знакомство с Гансом началось именно с аниме-экранизации, и несмотря на свой низкий рейтинг, она мне все еще нравится. Более того, по Гансу есть охренительный CGI полнометражный фильм. И так как Ганс, пожалуй, одна из моих любимейших манг, а возможно даже самая любимая, то о нем я могу говорить долго. Потому, если вам вдруг интересно послушать меня, мое мнение насчет экранизации или чего-то другого, то вы сообщите мне в комментариях. Ну, а пока. Спасибо, что смотрите.